Мы вообще собрались в канун одного из главных праздников нашей страны, Дня Победы. Это один из значимых в истории нашей страны и в жизни наших людей праздников, один из самых любимых праздников. Мы в преддверии 67-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками, и поэтому сегодня особое внимание мы уделяем участникам, ветеранам Великой Отечественной войны и стараемся сделать все наше городское сообщество, а не только социальные работники, стараются сделать, чтобы ветераны в эти праздничные дни не остались бы без внимания, без поздравления, независимо от того, ходячий ли это ветеран, лежачий ли это ветеран, находится ли он на социальном обслуживании или он проживает в семье. Для правительства Москвы старшее поколение – это особая тема, это особый приоритет, а ветераны в структуре старшего поколения, конечно, это самый значимый приоритет нашей работы. И организация социального обеспечения, социальной защиты, социального обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны для нашего департамента задача номер 1. Сегодня в городе Москве проживает около 190 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 37,5 тысячи – это непосредственные участники Великой Отечественной войны, в том числе и инвалиды Великой Отечественной войны. Сегодня в городе проживает 202 героя Советского Союза и героев Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны. Напомню, что всего в Москве 575 героев Советского Союза и героев Российской Федерации. Но из них только 202 являются героями, участниками Великой Отечественной войны. В городе проживает 4 полных кавалера Ордена Славы. Я хочу сказать, что вы все знаете, с 1 июля 2012 года Москва расширяет свои границы путем присоединения части районов территории Московской области. Вот на присоединяемой территории проживает также 4 героя Советского Союза и Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны. И 1 полный кавалер Ордена Славы, который проживает на территории Московской области, присоединяемой к нашей Москве. На присоединяемой территории сегодня проживает 1750 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 645 – это непосредственные участники Великой Отечественной войны. У меня очень интересная для вас информация, специально к вашей пресс-конференции я ее подготовил. У нас сегодня в городе проживают участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, которым давно исполнилось за 100 лет. Вот у нас есть такой уникальный академик Российской академии наук, автор учебников, по которым учатся наши дети, учебника математики. Это ветеран Великой Отечественной войны Никольский Сергей Михайлович, которому буквально 30 числа исполнилось 107 лет. В полном здравии, продолжает сегодня работать в Институте математики имени Стеклова. У нас 6 мая исполнится 106 лет непосредственному участнику Великой Отечественной войны, жителю района Соколиная гора, Лобок Пейсах Израиловичу. У нас 106 лет исполняется Бирюковой Раисе Степановне, жительнице района Люблино, которая также является участником Великой Отечественной войны. А маленький юбилей в этом году будет у Федорова Евгения Дмитриевича, инвалида Великой Отечественной войны. Ему, дай бог, в ноябре исполнится ровно 105 лет. И интересный факт из биографии наших героев. У нас Соколов Сергей Леонидович, герой Советского Союза, ему исполнился 101 год. Это очень интересная такая статистика. А для информации могу сказать, что сегодня в городе проживает 549 тысяч людей, которым давно уже за 100 лет. Это по статистике. Я не буду сейчас останавливаться на всех мерах социальной поддержки, а
государственных мерах социальной поддержки, которые оказываются ветеранам Великой Отечественной войны. Они все прописаны четко в федеральном законе о ветеранах, в нашем городском законе о дополнительных мерах социальной поддержки жителей города Москвы, закон номер 70, всем известный, который готовился в период издания федерального закона номер 122. Всем положенные государством, гарантированные государством меры социальной поддержки ветеранам города Москвы обеспечиваются в полном объеме. Плюс ко всему этому мы еще дополняем федеральные нормы социальной поддержки, мер социальной поддержки ветеранам нашими городскими мерами. Ну, назову просто. Это, конечно, бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте. Это, конечно, освобождение участников Великой Отечественной войны от оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Это, конечно же, льготное, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Это, конечно, бесплатное санаторно-курортное лечение, зубопротезирование. Это бесплатное пользование в качестве абонента телефонной линии. Это 460 рублей на сегодняшний день. Все участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны получают за счет федерального бюджета ежемесячные денежные выплаты. Для инвалидов Великой Отечественной войны это 3834 рубля, а для участников войны это 2872 рубля. Кроме того, труженики тыла, являющиеся региональными льготными категориями, им установлена ежемесячная городская денежная выплата, так называемая ЕГДВ, на сегодняшний день составляет 748 рублей. Я хочу сказать, что на тружеников тыла мы также распространили в прошлом году, в 2005 году, распространили ряд мер, которых они раньше не имели. Это в дополнение к их 50% скидке на оплату жилищно-коммунальных услуг мы еще установили дополнительную скидку городскую нашу, плюс 50% дополнительная скидка на оплату за медикаменты. Это то, что касается мер государственной социальной поддержки старшего поколения. Но не только этим сегодня живут наши ветераны. Сегодня главное для наших ветеранов не столько пенсии, денежные выплаты, потому что я на прошлой пресс-конференции вам называл цифры. Сегодня у нас инвалид Великой Отечественной войны в среднем, средний инвалид имеет полный объем всех выплат, в том числе и пенсий, там ежемесячных денежных выплат, ДМО, это дополнительное материальное обеспечение федеральное, в пределах 30-31 тысячи рублей. Участники Великой Отечественной войны в пределах 25-27 тысяч рублей. Труженики тыла в пределах 18 тысяч рублей. Но не только в деньгах, как бы сегодня главное для наших ветеранов. А главной составляющей нашей работы – это все-таки организация социального обслуживания. Я не зря начал свое выступление с того, что у нас вот ветеранам уже за 100 лет, а, наверное, самому молодому ветерану сегодня 86 лет. Потому что это возраст почтенный, когда ветераны нуждаются не столько уже в материальной поддержке, а сколько в обыкновенном обслуживании социальном, в уходе. И поэтому задачи, стоящие перед социальными работниками, перед нашими учреждениями социальной защиты, а это Центр социального обслуживания, Управление социальной защиты районов и округов города Москвы, в полной мере охватить социальными услугами ветеранов Великой Отечественной войны. С этой целью, по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, в прошлом году мы провели так называемое сплошное анкетирование одиноких и одиноко проживающих участников Великой Отечественной войны и вдов погибших участников войны. Это порядка 88 тысяч человек. Мы сплошняком прошли и составили так называемые дополнительные социальные, электронные социальные паспорта на каждого из проверенными нашими людей, где полностью была информация об их нуждаемости в тех или иных мерах социальной поддержки, может быть, не социальной поддержки, а в каких-то либо других вопросах, связанных со здравоохранением, с ремонтами и так далее. И уже в прошлом году мы приступили к реализации программы по оказанию вот этих мер поддержки одиноким участникам Великой Отечественной войны. Мы в прошлом году эту тему закрыли. Более 1000 человек
в их квартирах был проведен текущий или капитальный ремонт. 11 тысяч человек получили товары длительного пользования. Свыше 1000 были взяты дополнительно на социальное обслуживание. Полностью была закрыта потребность в санаторно-курортном лечении вот этих вот категорий граждан, в частности, одиноких участников Великой Отечественной войны. Около 1000 человек получили замену своих сантехнических изделий, там, газовых, электрических плит. То есть мы в оперативном режиме все эти вопросы закрыли. Здесь, конечно, огромная роль была префектур административных округов, управ районов города Москвы, некоторых общественных организаций. В этом году вот решили уделить особое внимание одиноким вдовам погибших участников войны. Их порядка 33 тысяч человек. Ну, мы взяли пока одиноких только из них. У нас есть, мы в еженедельном режиме отслеживаем ситуацию с ними, как решаются их проблемы. Это в первую очередь ремонт их квартир, это замена сантехники, это замена газовых электрических плит, обеспечение товарами длительного пользования, социальное обслуживание, социальная помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации. И вот на сегодняшний день в целом программу уже вот во втором квартале годовая программа по дополнительным мерам соцподдержки вдов погибших участников Великой Отечественной войны выполнена на 32%. То есть мы идем более быстрыми темпами, чем вот в прошлом году. Потому что своевременно была сверстана программа, во-первых, 2012 года, и управы, и префектуры успели провести все необходимые конкурсные процедуры в этом плане. Кроме того, я хочу напомнить, что в городе работает у нас 122 центра социального обслуживания, задачей которой является в первую очередь организация социального обслуживания как на дому, так и непосредственно в самих центрах ветеранов Великой Отечественной войны. У нас работает около 169 отделений дневного пребывания. В первую очередь на неограниченный срок в них принимаются участники Великой Отечественной войны. В прошлом году мы начали реализацию программы оказания социальной помощи одиноким участникам Великой Отечественной войны, а именно организацию бесплатного горячего питания. Кроме того, что вот 2000 человек из этой категории ежедневно получают горячее питание в сети системы департамента торговли и услуг, это кафе, рестораны всевозможные, мы дополнительно еще 6000 человек ежедневно обеспечиваем горячим питанием в центрах социального обслуживания. Я уже сказал, что сегодня, наши ветераны, они в таком возрасте, что, естественно, они нуждаются в укреплении, в поддержке своего здоровья. Поддержка здоровья и лечение, конечно, это задача департамента здравоохранения. Кстати, напомню, что у нас в городе работает 4 госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, которые вот в период сейчас модернизации системы здравоохранения обновляются совершенно новейшим оборудованием, медицинским оборудованием. Третий госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны. Я думаю, что нет таких аналогов в Европе по оснащенности, по комфортности в нем пребывания. И у нас и остальные, и первый госпиталь, который находится в Центральном округе, и второй госпиталь, который находится в Юго-Восточном округе, также очень востребованы сегодня ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, Департамент здравоохранения организовал и надомное обслуживание ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тех, которые не могут сами посетить поликлиники, к ним на дом в регулярном порядке выходят бригады медицинских работников и решают их проблемы. Естественно, если они нуждаются в лекарственном обеспечении, а большая часть участников войны нуждаются в лекарствах, также им доставляются лекарства непосредственно на дом. В этом году мы планируем закупить свыше 150 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение. Около 130 тысяч мы уже купили, они уже у нас имеются. Естественно, в первую очередь будут обеспечены ветераны Великой Отечественной войны. Вообще, на сегодняшний день нет такой проблемы
как обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны путевками на санаторно-курортное лечение. Ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен остаться без путевки. Это наш приоритет, это наша задача.